сопку Чиганью начинается от начала подъемника бугельного, горнолыжки, гордости синегорцев и как памятник основателю горнолыжного спорта в Синегорье Павла Николаевича Рычкова. Нынешний год урожай не только на ягоды, но и на шишки. Медведям будет чем полакомиться, нагулять жирок. Меня встречает голубика. Вот она. Вот она еще. На смену голубики пришла брусника. Но в отличие от голубики, она еще далека до зрелости. Первая панорама, сделанная мною в Синегорье. Сопки Пионерные. Я на вершине сопки Пионерная. Слушай, может, хватит, нам гонять чаи? Над поселком Сопочка Чиганья стоит сланцевая плиточка, сланник, валуны и тропинка-ниточка в сторону луны. Ну и что полно проблем? И вот здесь иногда, бабо, на вершину-ка, сбегаем, думаешь, слабо? Может, и рекорд побьем, тот час 45, как тогда, в 25, вдвоем, побежим опять. Помнишь ожерельице из кедровых шишек? Ни куста, ни деревца, ретранслятор, вышка, олененка малого, как медведь ворчал, с ветерком бодалого и с брусникой чай. Краше нет воспоминаний, чем то место обитания, где был молод, сердцу чувству благодать. Мне сбылось, только малость, что с вершины открывалась. С ушка молнии нить жизни не убрать. Краше нет воспоминания, чем то место обитания, где поется и где планы до небес. Чиганья, вот вся идея, даль видна и жизнь виднее. Ты как хочешь, я на сопочку полез. Сзади меня геодезический знак, крепление для троса подъемного устройства. Мне еще примерно 3 такие сопочки надо подняться, на 3, чтобы достичь цели своего путешествия. Сейчас передохну, железкой погремлю на всякий случай, чтобы медведь услышал, и пойду дальше. Встречи с ягодами во время подъема продолжаются. Вот мне выбежала шикша на полянку. Ягодки уже вполне спелые. Спуск, конечно, он легче, в данном случае, чем был подъем. Я обхожу сланник по мелкой чешуе сланца уже.
Погода хорошая. Так, солнышко то выйдет, то зайдет. Ну, комарики есть. А куда без них? И уже мошка появилась. Ну, все это терпимо, даже, можно сказать, почти что этого нету. Чья-то стояночка была. Вот кварцем обложили костер и здесь проводили время. Может, даже ставили палатку. Сейчас будет подъем. Это посложнее мероприятие, чем спуск. Очень глубокомысленное заявление. Крутовато, конечно, подъем здесь немножко. И сланник. Хотя нет, уже пореже стал. Но высокий. Ольха и сланник. Да. Я не тренирован. Но ничего, будем терпеть до последнего. Я встретил след. Так это же медведь. Вот это гигантский след. Вот шел он отсюда вниз. Так что все может быть значительно серьезнее, чем мне кажется. Еще одно препятствие, преграда. Крутой подъем среди осыпи по тропе, которую, как мне говорили, олени еще сделали во время своих миграций. Но потом пришли люди и олени сменили свои путешествия. И сейчас по этой тропе забирается Андрей Андреевич. Вот. Где-то 45 градусов. Ну, уже выше. Уже зато сланников нет. Фух. Рыцарь, сопки. Внизу ГЭС. Грозовая туча где-то над Джека Лондона. Как бы я хотел, чтобы она не пошла на Чиганью. Над Колымой идет дождь. Пошли крупные валуны. Сланец сменился на гранит. Я думаю, так бы вот был бы вертолетик, было бы хорошо. Это уже вон тучи ходят. Сейчас повернут сюда и что-то там со здоровьем моим может произойти. Так, некогда разговаривать по этим камням. Вперед, вперед, наверх. Вот она, стена подходит. Сейчас как ливанет. Укрытие мое довольно-таки жиденькое. Ну, камень так спину прикроет. Вот он бьет. Вот ты, что ты будешь делать? Куда же укрыться? Все-таки меня ливень догнал. Я сейчас спрятался за камень большой, за гранит. Вот. Надеюсь хоть переждать эту непогоду. А она, похоже, надолго. Вот сейчас ко мне подходит все ближе и ближе основные струи. Я попал под дождь.
крики не спасает, а вот я вижу такое явление, как тучи из распадка вылетает. Это уже говорит о том, что концентрация влаги большая и шансов дождаться конца непогоды нету. Будем промыкать потихоньку. Эх. Ну и что хорошо, что я не пошел до конца на вершину. Там бы мне... Вон сейчас он прет какой. Дождя тучу. Ай-яй-яй-яй-яй, куда деваться? До свидания, горы. До свидания, Чиганья. И я спускаюсь. Тут последний спуск будет для меня. Теперь задача найти жилье в Синегорье. Те варианты, на которые я рассчитывал, оказывается, уже не надо рассчитывать. Дрожала осыпь, камешек ворчал, мол, осторожней, я гранит живой. И ветер сланник шишками качал, и тучи хмурые тащил над головой. Меня тянуло в омут, только вверх. Держи рюкзак, а то я улечу. Дорожки мха, как серебристый мех, с утра подошвой 43 топчу. А я себе не верил, смог достичь с чудным названием сопки Чиганья. Сумел на склонах горных погостить, где в 25 тропой звериной топал я. Ах, сколько же это времени прошло под жаркую звездой, жемчужной брошью. Ты выше тучек, звезды, НЛО, не только домики поселка у подножья. Я так хотел обнять все скалы на вершине, гранит погреть ладошкой и щекой, поговорить с тобой, спросить совет, но ты не разрешила, а встретила дождя холодной рекой. Мне б вниз бежать, за камушком катиться, боясь падений, молнии, дождя, но не спешил. Купала Сомка непростой водицей, с Ильей святым дружила Чиганья.